Канал Валерия Табакова представляет «Денацификация, ложь Путина, национализм и путь к миру». Добрый день, дорогие друзья! Я Валерий Табаков, автор этого канала, юрист с более чем 20-летним опытом. Сегодня мы с вами обсудим болезненные темы, которые разрывают наше украинское общество. Это так называемая денацификация, провозглашенная Владимиром Путиным, ее неприменимость к Украине, а также националистическая риторика Ирины Фарион, Ларисы Ницой, Богдана Особы и канала НТА. И, наконец, дискриминация русскоязычных украинцев. Я говорю как гражданин Украины, который хочет мира и единства. Моя цель показать, почему аналогия с денацификацией Германии для Украины неуместна. Как отдельные националисты сеют вражду в Украине. И почему русскоязычные заслуживают в Украине защиты. Мы разберем исторический опыт Германии, разрушение Мариуполя, Харькова, Одессы, Сум, отчет ООН за апрель-май 2025 года и найдем путь к примирению. Или, по крайней мере, покажем его. Денацификация Германии после Второй мировой войны. Это процесс, направленный на искоренение нацистской идеологии, которая привела к миллионам жертв. Он проводился союзниками США, СССР, Великобритании, Франции в условиях оккупации Германии. Основные меры включали запрет нацистских структур. Нацистская партия НСДАП, СС и другие организации были распущены. Нюрнбергские процессы. Главные нацистские преступники, включая Геринга и Риббентропа, были осуждены за геноцид и военные преступления. Очищение элит. Более 100 тысяч бывших нацистов были отстранены от должностей в управлении, судах и образовании. Реформа законодательства. Расовые и дискриминационные законы были отменены. Образовательные реформы. Нацистская пропаганда исключалась из школ, а СМИ контролировались союзниками. Уничтожение символики. Памятники и улицы, связанные с нацизмом, переименовывались или уничтожались. По данным историков, в американской зоне денацификация затронула около 1,5 миллиона человек, из которых 900 тысяч были классифицированы как менее виновные и амнистированы. В советской зоне арестовано около 29 тысяч нацистов, а процесс был более жестким, включая работу НКВД. Французы уволили 75% учителей, считая их нацистами, но избегали термина денацификация, предпочитая очищение. Успех денацификации объясняется уникальными условиями. Полная военная капитуляция Германии.
Международный консенсус. Нацизм был признан преступной идеологией на Потсдамской конференции 1945 года. Масштабная оккупация 4 державами. Замена нацистской идеологии в западных зонах либеральной демократией, в советской коммунизмом. Но даже в Германии процесс занял десятилетия. Историк Алексей Филитов отмечает, что холодная война ослабила денацификацию. Запад смягчил меры, чтобы противостоять СССР. А в советской зоне акцент сместился на политические репрессии. Почему германская денацификация неприменима в аналогии к Украине? Путинская денацификация, объявленная 24 февраля 2022 года, не имеет ничего общего с процессом в Германии. Это пропагандистский лозунг, оправдывающий агрессию. Вот почему аналогия несостоятельна. Во-первых, отсутствие системного нацизма в Украине. В Германии нацизм был государственной идеологией, проникшей во все сферы. В Украине же нет ничего подобного. Президент Зеленский – еврей, потерявший семью во времена Холокоста. А националистические партии, такие как «Свобода», набрали всего 2,15% на выборах 2019 года. Историки, включая Тимоти Снайдера и Джареда Макбрайда, называют обвинение в неонацизме манипуляцией. Мемориальный музей Освенцима осудил риторику Путина как подлую инсинуацию. Во-вторых, разрушение русскоязычных городов. Путин утверждал, что защищает русскоязычных. Но его действия показывают ненависть к тем, кто выбрал Украину. Русскоязычные города стали главными мишенями Путина. Мариуполь. 90% жителей говорили на русском, но город был уничтожен в 2022 году. По данным ООН, погибло более 8 тысяч мирных жителей. Разрушено 90% инфраструктуры, включая драмтеатр, где укрывались сотни людей. Харьков – второй по величине русскоязычный город. Подвергался и подвергается ежедневным обстрелам. По данным Харьковской ОВА, с 2022 года разрушено 30 тысяч зданий. Одесса, культурный центр русскоязычного юга, атакуется ракетами. Удары по центру, внесенному в список ЮНЕСКО. В 2023-2024 годах такие атаки унесли десятки жизней. Сумы, русскоязычный город на севере, страдает от обстрелов. В 2024 году повреждено более 500 гражданских объектов. Эти города не нацистские гнезда, а дома русскоязычных патриотов Украины. Путин наказывает их за выбор свободы, а не за нацизм. Денацификация Германии была согласована на международном уровне.
Путинская же денацификация – односторонняя агрессия, нарушающая Устав ООН и Женевские конвенции. Военные преступления, включая массовые убийства в Буче, более 400 жертв, депортацию детей, ордер Международного уголовного суда на арест Путина 2023 года и удары по гражданской инфраструктуре классифицируются как геноцид. Риторика денацификации – это инструмент для внутренней российской аудитории и делегитимизации Украины. Генассамблея ООН в 2022 году осудила агрессию. 141 страна за вывод российских войск с территории Украины за границы 1991 года. Европейский парламент и ПАСЕ назвали действия России геноцидом. Социолог Григорий Юдин отмечает, что нарратив денацификации имеет признаки нацистской логики. Денацификация Германии требовала капитуляции, оккупации и консенсуса. Украина же – суверенное государство, защищающее свою независимость. Нет ни международной поддержки, ни доказательств для денацификации. Применение этого термина – попытка оправдать силовую смену режима, что противоречит международному праву. Ну а теперь немного критики националистической риторики в Украине. Ирина Фарион, 1964-2024 годы, экс-депутат «Свободы» и филолог, которая известна радикальной риторикой. В 2021 году она назвала легкоатлетку Ярославу Могучих биомусором за фото с россиянкой, призвав лишить ее олимпийской медали. В 2023 году Фарион оскорбила русскоязычных бойцов ВСУ, назвав их москворотами и врагами, что привело к уголовному делу по статье 161 Уголовного кодекса Украины. Она заявляла, что русскоязычные умственно отсталые, и предлагала депортировать артистов, выступающих в России. Ее проект «Ген украинцев» на НТА прославлял националистов, таких как генерал УПА Иван Трейко, игнорируя спорные аспекты их истории. Эта ее риторика раскалывала общество и нарушала статью 24 Конституции Украины о равенстве. Лариса Ницой, детская писательница, прославилась нападками на русскоязычных. В 2021 году она назвала футболистов сборной Украины конченными московитами за русский плейлист, что спровоцировало уголовное дело. Ницой обвиняла евреев в организации Голодомора, что подпадает под разжигание межнациональной вражды. Ее действия, включая ссору с кассиром Варуса за русский язык, создавали атмосферу нетерпимости. Богдан Особа, продюсер и ведущий НТА, связан с проектами, разжигающими вражду. НТА, где Фарион вела ген украинцев, транслировал сюжеты, представляющие
русскоязычных как пятую колонну. В 2022 году канал бездоказательно связывал русскоязычные школы с российской пропагандой. Это создает подозрительность, особенно на Востоке и Юге. С юридической точки зрения, такие действия могут нарушать статью 161 Уголовного кодекса Украины. Высказывания Фарион и Ницой привели к уголовным делам за разжигание вражды. Адвокат Денис Ярославский подчеркивал, что их слова оскорбляют не только отдельных граждан, но и всю страну. НТА как СМИ несет ответственность за контент, подпадающий под Европейскую конвенцию по правам человека. В апреле-мае 2025 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало отчет, подтверждающий дискриминацию русскоязычных в Украине. Документ указывает на систематические ограничения в образовании, СМИ и общественной жизни, нарушая статью 27 Международного пакта о гражданских и политических правах. Примеры. Закон об образовании 2017 года ликвидировал русскоязычные школы, вызвав протесты в Харькове и Одессе. Закон о языке 2019 года обязал СМИ и учреждения использовать только украинский, ограничив права русскоязычных. Закрытие каналов, таких как 112 Украина, в 2021 году часто происходило без доказательств. Отчет подчеркивает, что эти меры создают маргинализацию русскоязычных, ослабляя единство. Русскоязычные не враги, а украинцы, воюющие за страну. Их права, гарантированные Конституцией и Европейской хартией региональных языков, должны быть защищены. Ни путинская денацификация, ни националистическая риторика не приведут к миру. Мои предложения. Первое. Диалог. Платформа для обсуждения прав всех групп с участием ООН. Второе. Юридическая справедливость. Расследовать разжигание вражды. Фарион, Ницой, НТА и военные преступления России. Третье. Языковые права. Вернуть русскоязычным право на образование и СМИ. Четвертое. Реформа СМИ. Стандарты против вражды в медиа. К националистам. Ваша любовь к Украине – сила, но не ненавидьте других. К русскоязычным. Вы часть Украины. К миру. Остановите агрессию. Друзья, денацификация Германии была ответом на реальный нацизм. Путинская денацификация – ложь, разрушившая Мариуполь, Харьков, Одессу, Сумы. Фарион, Ницой и НТА сеют внутреннюю вражду. Отчет ООН за 2025 год напоминает: дискриминация русскоязычных ослабляет нас. Как юрист я призываю к закону, как гражданин Украины к миру. Пишите в комментариях, сохраняйте уважение, делитесь видео, если верите в диалог. Спасибо
Давайте строить Украину для всех.